Приветствую наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 26 января. Друзья, сегодня у нас с вами пятница, последний рабочий день на этой неделе. И обращаем ваше внимание, что на нас очень сильно сейчас влияет энергетика полнолуния. Помните о том, что еще вчера, 25 января, мы не только с вами отмечали Татьянин день и День студента, но и также, друзья, мы в этот день многие прочувствовали полнолуние, пик которого пришелся на 20 часов 54 по московскому времени. Поэтому сегодня обязательно, когда вы будете мыть руки, скажите определенные слова для того, чтобы в вашей жизни появилось еще больше денег. И сегодня тот день, 26 января, когда энергетика достаточно будет сильно идти из космоса, и вам нужно этим воспользоваться. Давайте далее посмотрим, что же нас сегодня с вами ждет. Итак, друзья, сегодня у нас с вами первый день убывающей Луны, хотя и полнолуние достаточно сильно влияет на многих из нас. А значит, что мы с вами еще имеем достаточно много энергии, которую мы можем потратить и на развитие, и на рост, и на обучение, на получение каких-то знаний. Поэтому сегодня, хоть и пятница, старайтесь проявлять больше инициативы и делайте обязательно первые шаги к достижению желаемого. Кроме того, очень важно, чтобы вы и учитывали потенциальные опасности, которые могут присутствовать в этот день. Да, уровень энергии от полнолуния, да еще и в огненном знаке зодиака Лев будет достаточно высоким, а это может у кого-то вызвать чувство беспокойства или, возможно, даже раздражения. Поэтому важно не поддаваться негативным эмоциям и сохранять спокойствие, чтобы избежать конфликтов или ошибок в принятии решений. Также обращаем ваше внимание, что ввиду того, что у нас с вами идут еще отголоски полнолуния, у кого-то сегодня возможны головные боли, утомление, повышенная чувствительность ко всему вокруг. Поэтому важно обратить внимание на свое самочувствие. Также по возможности, особенно в вечернее время, постарайтесь уделить время отдыху и заботе о себе. Также обращаем ваше внимание, что сегодня у нас по лунному календарю 15 и 16 лунные сутки. Да, начало убывающей Луны, но еще полнолуние влияет. Поэтому сегодня перед нами, перед многими людьми открываются новые возможности. Пожалуйста, обращайте внимание на знаки, на подсказки, на символику, которую вас в этот день будет окружать. Кроме того, отпускайте сегодня прошлое, которое вам мешает двигаться дальше. Перестаньте возвращаться к каким-то старым моментам, событиям в своей жизни. Наоборот, освобождайтесь сегодня от каких-то старых своих убеждений, от привычек, эмоций, которые мешают вашему развитию и росту. Иногда это сложно сделать, потому что есть люди, которые вот просто застряли в какой-то ситуации, и вот чуть ли не каждый день они ее проигрывают в своей голове. Этого делать не стоит. Нужно, наоборот, избавляться. Да, иногда это очень сложно, потому что у человека есть эго, есть гордыня, есть какие-то еще и негативные качества. И вот это все в комплексе, вместе очень сильно может влиять. Но вы должны понимать и то, что вы всегда все можете изменить. Также обращаем ваше внимание, что сегодня можно смело идти вперед и чувствуйте себя творцом, чувствуйте себя архитектором своей жизни. Это очень важно. Ввиду того, что у нас было полнолуние, соответственно, оно несет особые энергии для самоанализа и внутреннего просветления. Поэтому сегодня постарайтесь уделить время для размышлений, возможно, для медитации, возможно, для практик. У каждого этого будет свое, но также сегодня и не перетруждайтесь. Что же касательно лунного календаря по здоровью, то обращаем ваше внимание, что ввиду того, что у нас с вами еще вчера было полнолуние, и оно влияет очень сильно на людей, плюс у нас еще и Луна в знаке зодиака Лев, а значит, это будет очень сильно влиять на физическое и на эмоциональное состояние людей. Кроме того,
сегодня у многих людей проявляется уязвимость и склонность к заболеванию. Поэтому будьте сегодня внимательны, будьте сегодня осторожны. Также, если у вас что-то сегодня, вот какие-то появляются хотелки, и вы считаете, что это можно, подумайте в первую очередь о своем здоровье. Также обращайте сегодня внимание на свое сердце и на нервную систему. Дело в том, что сегодня люди чувствительны к каким-то стрессовым ситуациям, и это, к сожалению, может негативно сказаться на состоянии здоровья. Поэтому важно сегодня уделять больше время релаксации и к отдыху. Да, конечно, сегодня рабочий день, и для многих людей этот день важен, потому что пятница, нужно закрыть многие моменты, и, кроме того, еще подходит конец месяца, но вы должны понимать и то, что вы не должны приходить домой в виде выжатого лимона. Вы стараться должны все держать в балансе и в гармонии, поэтому все должно быть умеренно. Если есть возможность заняться спортом, займитесь, а также постарайтесь сегодня укреплять сердечно-сосудистую систему и старайтесь улучшать общее самочувствие. Но сегодня стоит избегать излишней физической нагрузки, не стоит сегодня и перенапрягать свой организм. Также постарайтесь сегодня снизить потребление жирной и тяжелой пищи. А также в этот день постарайтесь увеличить количество свежих овощей и фруктов. Помните о том, что если вы регулярно питаетесь и умеренно принимаете, в том числе и правильно принимаете жидкости, то это является одним из аспектов здорового образа жизни именно в этот день. Обращаем ваше особое на это внимание. Что же касательно лунного календаря денег, то обращаем ваше внимание, что Луна у нас с вами находится еще в знаке зодиака Лев, а именно Лев, он дает нам, открывает новые возможности, новые горизонты для того, чтобы привлечь и процветание, и богатство в нашу жизнь. Кроме того, постарайтесь использовать этот день для созидания финансовых возможностей и успеха в вашей жизни. Поэтому очень важно понимать и осознавать, чего вы хотите добиться, к чему вы стремитесь. Дело в том, что, друзья, у нас с вами начало только года, поэтому очень многие должны сейчас, вот в январь-февраль, заложить фундамент на 2024 год. Обращаю ваше внимание, что кроме своего планирования, вы также обращайте внимание и на те моменты, которые будут происходить на планете. Поэтому нужно всегда корректировать те или иные планы, а также свои желания. Кроме того, ввиду того, что у нас мощные энергии идут из космоса в этот день, 26 января, поэтому это поможет нам раскрыть наш потенциал в области денег, и вы, кстати, можете понять и осознать, как вы можете достигнуть финансового успеха. Кроме того, очень важно, чтобы вы в этот день отпускали все ненужное и негативное, что может препятствовать вашему финансовому достатку. Кроме того, очищайте сегодня и освобождайте себе дорогу для привлечения денег. Убирайте барьеры, ограничения. Очень многие люди почему-то в последнее время любят себя ограничивать. Видимо, энергетика идет, и, знаете, такое вот как искушение, проверка людей. И многие люди прямо как все поют под дудочку: вот у меня есть столько пенсии, у меня нету денег, я очень бедно живу и так далее. Вы сами себя ограничиваете. Как только вы в своей голове перестаете об этом так думать, именно в негативном русле, то и ваша жизнь также может меняться, потому что Вселенная — это достаточно мощная энергия, мощная сила. Просто мы Вселенную не можем материально потрогать, увидеть, услышать, потому что мы, люди, привыкли как это все видеть, все через что-то. То есть мы хотим видеть это все в материальном мире. Но наше тело также это часть Вселенной. Каждый из нас это творец, это архитектор своей жизни, это Бог в какой-то степени, частичка Бога. Поэтому ваша задача не зацикливаться, вне зависимости, сколько вам лет, 20, 50 или 70. Почитайте истории известных людей, которые и в 60, и в 70 лет достигли большого успеха и стали богатыми, действительно
действительно людьми, и при этом они могли всю жизнь действительно жить бедно. Но вы помните о том, что все в нашей голове. Как только вы убираете рамки, убираете ограничения, какие-то лимиты, все то, что навязано вам обществом, вашим окружением, ваша жизнь начинает меняться. И вот сегодняшний день он вам это может даже показать и доказать. Только ваша задача не сидеть в ракушке и говорить: нет, я никого не вижу, не хочу, не слышу, я боюсь. Вы знаете, все эти люди, которые добились успеха, они шли и делали, потому что им говорило их сердце, и они чувствовали, что так надо. Конечно, никто не знает, получится или не получится. Здесь все зависит именно только от вас. Поэтому пишите свои финансовые цели, устанавливайте ясные намерения, желания, планы. Самое простое, просто возьмите, создайте финансовый план действий, который поможет вам реализовать те или иные цели и задачи. И у вас это обязательно, друзья, все получится. Далее давайте посмотрим на карту Таро на этот день, 26 января. Итак, карта, которая выпала на этот день, друзья, это у нас с вами Император. Эта карта достаточно такая внушающая, и эта карта символизирует нам силу, власть и авторитет. Эта карта нам говорит о том, что в этот день способен нам показать, какие нам нужно принимать решения, и как нам правильно управлять теми или иными процессами в жизни. Также очень важно, чтобы каждый взял на себя ответственность и принял вызовы, которые могут возникнуть на протяжении дня. Также Император нам говорит о том, что сегодня очень важно доверять своей интуиции, своему жизненному опыту, набираться знаний, приобретать новые навыки, потому что это все вам пригодится на протяжении этого 2024 года. Также принимайте знания, которые идут в вашу жизнь, выбирайте мудрость. Иногда ее не хватает по разным причинам, но вы все можете. И тогда вы действительно сможете и достигнуть успеха, и в вашей жизни появится стабильность. Также будьте сегодня очень внимательны, проявляйте гибкость, открытость, чтобы в случае чего можно было приспособиться к изменениям обстоятельств. Вообще сам по себе день, вот как карта Таро говорит нам, да, этот день достаточно успешный и продуктивный день будет для многих людей. Но вы должны смело и уверенно должны будете идти и действовать. Поэтому используйте свою силу, используйте те энергии, используйте те знания, только все во благо себе. Это очень важно. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 26 января. Итак, друзья, Архангел говорит нам следующее, что нужно убрать сегодня свои все страхи и сомнения, потому что это всего лишь тень, которая отражает нашу собственную силу и величие. Не позволяйте кому-либо мешать или вторгаться в вашу жизнь, потому что вы должны двигаться вперед, вы должны идти дальше. И если вы чувствуете, что вы действительно можете, и вы верите сами в себя, потому что если вы не верите в себя, то, к сожалению, никто вам в этом не может помочь. Также очень важно, какой совет говорит Архангел Михаил, о значимости любви и сострадания к нам, к окружающим людям. Поэтому несите любовь, мир в каждый уголок мира. Очень важно это делать. Не вступайте сегодня в конфликты. Если вы что-то не понимаете, не знаете, не становитесь на сторону ту или другую, потому что вы должны понимать и то, что пройдет время, и все станет на свои места. И помните о том, что вы божественный человек, поэтому будьте снисходительными, будьте доброжелательными, и действительно ваша любовь тогда окажет влияние даже на тех людей, которые закрылись и не готовы видеть мир другими глазами. Также очень важно, чтобы вы не забывали про себя, про свою индивидуальность. Принимайте себя такими, какие вы есть, а вы уникальные и прекрасные творения.
Вот такой, друзья, день у нас с вами замечательный, 26 января. И сегодня большая просьба на протяжении всего дня проводить одну практику. Когда вы сегодня моете руки, обязательно говорите буквально одну фразу, но она поможет вам открыть дорогу деньгам. Итак, когда вы моете руки сегодня, обязательно говорите следующие слова. Приглашаю достаток в свою жизнь. Эти слова хотя бы нужно в эту практику провести хотя бы 3 раза для того, чтобы она активно действовала и помогала вам. Вот, друзья, вот такой у нас с вами день 26 января. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите: я привлекаю изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Девочки и мальчики, также обращаю ваше внимание, кто спрашивал, как можно нам помочь нашей команде. Друзья, вы можете с помощью доната, для этого есть ссылка в описании к этому видео, прямо таки называется «Благодарность». Вы можете выразить по ссылке, нажимаете, любую сумму можете переводить, любая сумма нам, друзья, будет приятна. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.